прекраснейшее утро, солнечное. Только посмотрите, какая красота, как вот эти срубленные деревья паруют, на солнышке играют. Замечательно, просто фантастика. Хотя сегодня собирался поснимать макро. Такой вот прекрасный день, уехал далеко от городской суеты. Это 30-35 километров от крупнонаселенного пункта в такое небольшое село. Здесь лесок прекраснейший. Вот, просто настроение такое, знаете, вот бегание по горам уже немножечко ноги гудят. Вот, хочется такой вот умиротворенности, сесть где-нибудь, так, настроить камеру, покрутить там всякие настроечки, чтобы сделать хороший снимочек какой-то там растительности, может там жучка, паучка. Вот, сегодня в нашем выпуске мы займемся макросъемкой. Сейчас я иду в поисках локации, где остановлюсь для съемок макро. Вот пока по дороге видны только одни мухоморы. Вообще вот целая полянка их. Грибов, конечно, море, разных, разнообразных. Ну, в основном здесь пока мухоморы. Вот еще спрятались. И ежевичка имеется. Ну, а также, кроме мухоморов, вот бледные поганки встречаются. Ну, смотрите, целая полянка. Рассматривая вот это вот старое трухлявое поваленное дерево в надежде найти какие-то признаки растительности, микроорганизмы, грибочки, но, к сожалению, нет, потому как в основном на таких трухлявых деревьях они произрастают. Какая красота, не правда ли? Представьте, это озеро на восходе солнца, в утренней дымке. Блин, красота, красота. Ну как же тут не сфотографировать? Но нет, я не поддамся на этот соблазн. Сегодня у нас макросъемка. Это озеро остается у нас на следующее занятие, на следующий фототур, скажем так. Поэтому продолжаем искать что-то интересное для макросъемки. Уже даже вижу грибок весь усеянный, пенек усеянный опеньками. Ну, это
ложные опеньки, потому как у них нету юбочки. Опять весенние ложные или осенние. Кто разбирается, напишите в комментариях, как это точно называются, эти грибы. Ну, такое огромное количество грибов, жаль только все они несъедобные, а так красиво выглядят, много. Ну и вот рядом с этими опятами ложными растет сыроежка осенняя, очень вкусный гриб, многие его недооценивают. Посмотрите, какой он роскошный. На самом деле он великолепный, вкуснейший гриб. Вот тут еще целая такая полянка. Конечно же, собирать их не будем. Это уже, может, в следующем выпуске, если вы напишите в комментариях, поддержите, что вы хотите такую вот грибную охоту организовать, то я с удовольствием поеду в лес, по грибы покажу, расскажу. Насобираем, конечно же, грибочков. Вот, а эта сыроежка осенняя, кстати, очень вкусная, на сковородочку, пожарить ее, она отличается от обычной сыроежки тем, что у нее толстая ножка и такая вот красноватая шляпка. Еще у нее может быть разновидность как бы фиолетовая шляпка, вот видим, какое у нее толстое основание. То есть обычная сыроежка, у нее тоненькая ножка, вот, а у этой толстая. Вот, так что если вам этот контент зайдет, скажем так, вот, пишите, обязательно поедем. Ну, а пока продолжаем искать объекты для супер макросъемки. Вот, если можете присмотреться, конечно, здесь эта камера плохо будет передавать, но вот на этом пеньке, вот здесь вот такие маленькие отросточки, мы их снимем в супер макро, это будет такой наш волшебный лес. Для макросъемки я использую объектив Laowa 25 мм. Супер макро дает 5-кратное увеличение. Ну а штатник это у меня 24-70 второй генерации. Также для макросъемки я использую монорельс, либо же шину. С нее-то и будем снимать, она нам даст очень удобные, качественные снимки. Потому как здесь можно будет передвигать нашу камеру с помощью вот этого вот колесика по чуть-чуть, мелкими такими вот перебежками. И это даст нам возможность сделать стекинг. То есть несколько кадров, потом там 20-30, сколько мы там сделаем, сшить все в один кадр.
Я вам сразу запишу видео, как будет это выглядеть. Вот можете пока так посмотреть, как это все со стороны выглядит. Сейчас его... То есть, видите, это всего лишь двухкратное увеличение. Такая картинка. На 5-кратном это будет вообще просто сказка. Ну и теперь самое интересное, для того, чтобы снимать такие вот макро, обычно используют еще дополнительно тросик, который подключается, но вместо этого мы используем просто приложение от фирмы вашего фотоаппарата. То есть это скачивается на телефон, дальше оно синхронизируется по Bluetooth. Никаких проблем с этим нет. Ну вот видно, оно уже подключилось. Вот просто дистанционная съемка. Здесь жмем. Сейчас оно пойдет сопряжение, подключится к нашей камере, и мы можем просто управлять камерой с телефона. Ну вот, что самое интересное, вот на телефоне мы можем видеть то, что видит у нас объектив нашей камеры. Через телефон можно выставлять ISO светочувствительности, выдержку, но, к сожалению, диафрагму нельзя выставить, потому как этот объектив, он мануальный, там нет автофокуса. Но с автофокусными объективами тоже можно выставлять диафрагму. Поэтому очень удобно, очень классно. Вот, будем снимать.
вот мы сделали, значит, серию кадров. Ну и можно менять объект съемки. Не знаю, видно ли вам вот этот вот макромир, который внутри вот этого вот трухлявого корня, пенька. Сейчас попробуем его тоже заснять. Вы только посмотрите, какой фантастический эффект получается. Казалось бы, скрытый от глаз наших вот такой макромир внутри вот этого вот пенька трухлявого, вокруг этого кусочка. Вот на камере фотоаппарата, может, будет видно. Вот и это все внутри этого маленького кусочка. Блин, это фантастика на самом деле. Что касается макросъемки, конкретно мой фотоаппарат, как бы это странно ни звучало, он не предназначен для макросъемки по одной простой причине. Здесь полнокадровая матрица, то есть 24 на 36 миллиметров. Для супер макро рекомендовано фотоаппараты с матрицей 4/3. Тогда это даст максимальный вот этот кроп-фактор и максимальное приближение. Плюс здесь объектив у меня стоит, как я уже ранее говорил, Laowa 25 мм супер макро. Он является полностью мануальным, то есть там нет мотора, нет автофокуса, то есть все нужно крутить вручную. Это, для таких вещей очень проблематично, потому как минимальное движение на таком увеличении очень сильно играет изображение, а про фотографию с рук четкую какую-то там нужно просто вообще, скажем так, забыть. Вот, потому как это нереально практически попасть в резкость. Для таких целей определенно используется, например, как очень популярный это фотоаппарат Olympus OM1. Вот, то есть там и скорость съемки 120 кадров в секунду, и объективы к нему идут специальные макро, которые дают полностью они сопряжены с фотоаппаратом. Таким образом можно выставить, например, серийную съемку со смещением фокуса. То есть вы зажимаете кнопку, вам делается там 40-50 кадров, и фокусное расстояние будет потихонечку смещаться. Поэтому у вас четко прорисуется ваше там насекомое, там, не знаю, грибочек, то есть любой предмет, который вы снимаете. Поэтому вы на выходе здесь получите там 40-50 фотографий с разной глубиной резкости. В программе тоже, в том же фотошопе вы их сошьете. Вот, и у вас получится полностью четкое изображение. То есть здесь мне нужно монорельс, все это вот крутить, настраивать. Вот такая больше как ручная работа, скажем так. Там же вы нацепили вспышку, пах-пах-пах-пах-пах, погнали, и вот, и у вас и будут четкие фотографии. И заметил вот такую вот интересную растительность на дереве. Конечно, экранчик бликует. Ну вот, мы можем видеть мох, покрытый такой вот небольшой растительностью. И это мы сейчас сфотографируем с вами. Ну и по стандартному достаем наш телефон, подключаемся. Теперь выставляем настройки ISO 100, диафрагма 2.8, потому как это ручной объектив, минималочка, нам нужна художественная съемка, прорисовка. И выдержка у нас, что показывается, 1/5, 1/6 секунды. Ну что ж, поехали. Съемка подходит к концу, я уже сматываю аппаратуру, все это складываю, бегу домой, спешу, чтобы начать обрабатывать фотографии, вам показать, насколько классный этот макромир, насколько увлекательный в целом мир фотографий. Если вам понравился такой формат видео, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, если у вас там будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Может, это будет какая-то техническая часть, настройка фотоаппарата, либо же помочь выбрать фотоаппарат, либо объектив. Может, это ретушь фотографий, конечная обработка. Может, это там поиск локаций, мест. Не знаю, это целая вселенная фотографии.
которая для многих неизведанная. Я сам лично по своему опыту знаю, насколько это тяжело входить в этот мир фотографии, начинать с чего-то. Я с удовольствием вам помогу, чтобы вы открыли для себя всю красоту этого прекрасного мира фотографии. Значит, собрал я уже всю аппаратуру, уже иду домой. Такой вот лесной тропинки, дорожки. И глядь, а тут подосиновичек. Какой красавец притаился. Вот он во всей красе. Я так словил себя сразу на мысли, что не отпускают меня грибы что-то. Идем домой. Все, пока.